Привет! В сегодняшнем видео без лишних слов удаление натоптышей и стержневого мозоля с помощью скальпеля. Натоптыш – это скопление и разрастание уплотненной ткани кожи. Натоптыши имеют твердую консистенцию, но у них нет стержня и четких очертаний. Основными причинами появления натоптышей являются ношение неправильно подобранной обуви, повышенная физическая нагрузка и избыточный вес. Это толстые затвердевшие слои кожи, и развиваются они из-за того, что кожа пытается защитить себя от трения и давления. Натоптыши появляются в местах, на которые приходится основная масса тела человека, в большей части в области плюсневых фаланг. Для удаления натоптышей используют разные методы. Я буду использовать сегодня скальпель. Для начала на смоченный теплой водой ватный диск наношу специальное кислотное средство для педикюра. Таким образом, средство мы наносим на конкретную определенную нужную нам часть, не подвергая воздействию кислоты здоровых участков кожи. Ватный диск с кислотой наносим на пораженный участок. И все заматываем пищевой пленкой. Время аппликации 5-7 минут. Все зависит от используемого средства. По истечению заданного времени снимаем пищевую пленку и ватные диски со средством. После сухой бумажной салфеткой я протираю излишки средства, которое осталось на коже. Затем влажной салфеткой протираю всю стопу, окончательно избавляясь от препарата, и перехожу к работе скальпелем. Такую процедуру не следует повторять без практики, особенно в домашних условиях, ведь скальпель – это очень острый медицинский инструмент, используемый для рассечения мягких тканей. Без знаний пользоваться им крайне опасно. Следует помнить, что иссечение скальпелем или другие процедуры при работе с биологическим материалом должны проходить стерильным, а лучше одноразовым инструментом. Я использую скальпель со сменными одноразовыми лезвиями. Они бывают разных диаметров и форм. Для того, чтобы срезать огрубевший участок кожи, кожу следует натянуть и зафиксировать, чтобы при работе с режущим инструментом кожа не сдвинулась, ведь мы можем ранить клиента. Срез происходит по контуру натоптыша. Движения коротенькие. Поднимаю лезвие и делаю срез, когда веду лезвие вниз. Кожу нельзя пилить вверх-вниз. Натягиваю кожу, аккуратненько скальпелем продвигаюсь вниз, делая срез. Срезаю только сухую кожу. Ее визуально легко отличить от здоровой. Внешне она напоминает парафин и имеет желтый цвет. Затем для легкости среза, для того чтобы видеть, что я срезаю, я оттягиваю уже срезанную часть и аккуратно лезвием продвигаюсь вперед. Таким образом, мне хорошо видно, что именно я срезаю. Вслепую работать нельзя. Вот такой огромный кусочек, целое солнышко получилось из старого сухого натоптыша. Теперь перейду к стержневой мозоли. На третьем пальце стопы есть стержневая мозоль. Сначала аккуратно скальпелем я срезаю верхушку. Так я подробно увижу, как и в каком направлении расположен стержень. Затем аккуратно кончиком лезвия прохожусь по контуру сухой кожи. Высверливаю саму мозоль. Так как этот участок кожи ороговевший, клиент не испытывает боли. И как только клиент скажет, что уже начинает ощущать инструмент, следует прекратить процедуру, ведь мы подобрались к живой чувствительной коже. На другой ноге есть также натоптыш. Здесь он немного помельче, но также предоставляет очень большой дискомфорт и боль при сдавливании. Напиши в комментариях, как ты относишься к работе скальпелем, был ли опыт и нравится ли тебе смотреть на процесс среза кожи. Натянули кожу и аккуратно скальпелем делаем срез, ведя инструмент вниз. Короткими движениями иссекаем поврежденную сухую кожу. Продвигаемся по контуру. Обязательно делайте натяжение кожи, кожа не должна висеть. Работать следует очень аккуратно, ни в коем случае нельзя ранить клиента, ведь любая рана может привести к инфицированию, тем более это касается ног. После среза нужно зашлифовать кожу и убрать все мелкие заусенцы. Для этого я использую одноразовый колпачок с абразивностью 240 грит. Грубо использовать не надо, ведь после среза кожа мягкая и чувствительная.
Также при обработке аппаратом кожу натягиваю и начинаю рисовать узоры по коже, убирая все недостатки. При работе аппаратом насадку нужно вести по узору кожи. Насадку нужно смещать с каждым движением, чтобы кожа не нагревалась. Во время работы стопу с помощью пульверизатора я обрабатываю обычной теплой водой. Так мне более подробно видно, какие участки еще следует доработать, и вода является самым лучшим в мире кератолитиком. Убираем всю ненужную сухую кожу и зашлифовываем срез после удаления стержневого мозоля. И прохожусь по стопе, убирая старую огрубевшую кожу. Во время работы аппаратом обязательно фиксируйте ногу клиента, ведь часто бывает такое, что клиенту просто щекотно, и он неожиданно может дернуть ногой. В нашей работе это недопустимо, поэтому фиксируем ножки плотно. Почему я люблю больше классический педикюр, так это потому, что во время работы с пилкой образовывается стружка кожи и нет никакой пыли. Если же вы занимаетесь аппаратным педикюром, то вам сразу следует приобрести очень мощную, хорошую вытяжку. Далее перехожу к обработке пяточки. Пяточки у нас в принципе практически как у младенца. Обрабатываю пятку, как сказал один очень мудрый подолог, самым дорогим в мире кератолитиком — водой. И продолжаю повторять узор кожи насадкой, счищая всю ороговелую кожу. Здесь хорошо видно, смочив ножки водой, пыль разлетается не так сильно, но кожа размягчается и спиливается с легкостью. Не забывайте смещать насадку и трогать, не нагрелась ли кожа. Работая аппаратом, всегда делайте упор руки. Все зависит от захвата. Делаем упор на мизинчик или на большой палец. Главное обязательно фиксировать руку, чтобы она не была в воздухе. Теперь протираю всю стопу влажной салфеткой. Так я избавляюсь от пыли и смотрю более подробно, все ли я обработала. Далее наношу скрабирующее средство. Использовать можно абсолютно любой скраб, как специальный для педикюра, так и обычный скраб с абрикосовыми косточками. Поверьте, он ничем не хуже. В некоторых моментах даже лучше. Теперь хорошо скрабирую стопу. Во время скрабирования вы можете делать массаж стопы. От этого ваш клиент получит максимальное удовольствие и обязательно вернется к вам снова. Бумажной салфеткой полностью вытираю скраб. После можно пройтись влажной салфеточкой или промыть ноги. После окончания всех процедур наношу увлажняющий питательный крем. И также массирую стопу клиента. После просматриваю обработанную стопу. Пяточки гладенькие, мягенькие. Переходим к пальчикам. Здесь также убрали все мозоли на топтыши, избавились от стержневых мозолей. В области плюснево-фалангового сустава кожа розовая, нежная. Обработанный участок мягенький, теперь не болит. Кожа здесь свежая и нежная. Остается лишь сделать разгрузку вместе среза стержневого мозоля и также наложить повязку вместе среза на топтыша. В таких случаях идеально подойдут повязки, такие как Бронолинд N или Гидрофилм. Но если нет ни того, ни другого, подойдет даже обычная стерильная пластерная повязка. Также следует дать все необходимые рекомендации по уходу за стопой. В таких случаях, как гиперкератоз, сухие мозоли и натоптыши, хорошо помогает мазь Аркады. Если гиперкератоз очень сильный, можете посоветовать использовать Урадерм на ночь. На этом все. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на канал, также подпишись на канал в TikTok. Ссылка на TikTok на основной странице канала. Ставь лайки и дизлайки. Дальше больше. Пока-пока.